Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и это Джон Джонс, который снова, уже в третий раз, стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. И этому не помешал даже главный допинг-скандал последних 10 дней. В пробах Джонса перед боем с Александром Густавсоном были обнаружены так называемые долгие метаболиты туринабола, проще говоря, почти стертые следы приема стероидов. Официальная позиция UFC, USADA и самого Джонса – это следы того давнего приема туринабола, за который Джонс уже был наказан. Но в это поверили не все. Даниэль Кормье обвинил USADA в двойных стандартах, его друг Хабиб Нурмагомедов начал подкалывать Дейну Уайта призывами легализовать допинг, а сам Джонс стал высмеивать журналистку, которая слишком настойчиво спрашивала его о туринаболе. Но вы все это и так видели и вряд ли пришли сюда для того, чтобы я вам рассказывал о том, что вы знаете и без меня. Поэтому вот деталь, на которую никто, кроме меня, почему-то не обратил внимания. Первый проваленный допинг-тест в 2018 году был взят у Джонса 29 августа. А знаете, что было 29 августа? А вот что. Да-да, 29 августа мы очень весело говорили с Джонсом в московском отеле «Лотте» про Хабиба, братьев Емельяненко и много еще о чем. На вопросы о USADA Джонс отвечать отказывался, наверное, еще и потому, что как раз незадолго до нашего интервью он был протестирован на допинг. Если вы не в курсе, каждый боец UFC обязан оповещать антидопинговое агентство о своем местонахождении. И когда Джонс полетел в Москву за нелегкими рекламными деньгами от проекта «Хардкор», его без проблем нашли. Сразу после этого я отметил в профайле Джонса изменение количества допинг-тестов. До визита в Москву у Джонса был всего один допинг-тест за 2018 год. После визита стало 3. Вот, кстати, причина подписаться на мой инстаграм. Там я писал об этом еще 20 сентября. В октябре я оказался в Лас-Вегасе и увидел на взвешивании человека, о котором раньше только в книжках читал. Это Джефф Новицкий, тот самый, который поймал на допинге Лэнса Армстронга. Сейчас Новицкий отвечает за антидопинговую политику в UFC. Я подошел к нему как раз с вопросом про московский тест Джонса. Сейчас даже интересно, это 5 октября, с момента теста Джона Джонса в Москве прошло 37 дней. Знал ли Новицкий в тот момент о том, что Джонс провалил этот тест? Потому что если знал, то, наверное, он был чуть-чуть удивлен моим вопросом. When John Jones was in Moscow, he was probably tested twice. Is it true? I'm not sure. I haven't looked into. I know that they've been actively testing John, but I'm not sure whether or not they tested him when he went on his trip to Russia. You're asking? Yep. Yeah, I don't know the answer to that. But I will tell you this: that USADA has the ability, and they regularly collect from UFC athletes in Russia, so it wouldn't be out of the question. They can reach out to really any country in the world and get a collection or test from them. And so they test quite regularly in Russia, so it wouldn't surprise me if they did test them there. That's done by the partner of USADA. So it's done, yeah. So they have a partner. They also, at the event in Moscow, used assets from USADA, so the Russian anti-doping agency. There was 2 USADA representatives there kind of overseeing them, but they did use Russian athletes, correct, or assets to make those collections. Yep. Thank you. You got it. Бойцы UFC подтвердили мне, в России сбор проб осуществляет именно РУСАДА. То есть вы поняли, да? Когда Джонса тестировали не в России, он тест прошел. А тест, взятый РУСАДА в Москве, показал наличие метаболитов туринабола в его организме. После этого USADA начала тестировать Джонса чаще, и 2 из 6 проб снова оказались положительными. И здесь самое смешное, что способ обнаружения долгих метаболитов туринабола был придуман бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В общем, в скандал, который потряс UFC под Новый год, Россия внесла самый весомый вклад. Можем гордиться. Меня зовут Александр Лютиков, и это видео еще один повод подписаться на мой канал. Здесь детали и факты, на которые никто не обращает внимания. И когда кто-то с умным видом будет вещать вам о том, что Джонс провалил тест в Москве, вспомните, кто об этом вам рассказал первым. Надеюсь, в 2018 году вам было интереснее следить за ММА вместе с моим каналом. Обещаю, в 2019 будет еще интереснее. Подписывайтесь. That's a good question.